высказывания по поводу Хабиба. Никого я не унижаю. Сука, неуместные высказывания. Друзья, новый день, и я уже в Нью-Йорке. За 1 час можно доехать с Нью-Джерси до Нью-Йорка, посмотреть на прачечную, на дождливый город, столица USA. И куда же я направляюсь, вы думаете? Мы с Джохаром, это младший брат Альберта Дураева, мы направляемся в какую-то очень известную пиццерию, которую нам сказали по-любому надо посетить. Я вообще немного ем пиццы, реально, я не люблю фастфуд, вы знаете. Я ненавижу фастфуд, вот это все. Но вот Луиджа пицца. Очень знаменитая какая-то. Вот, Луиджис пицца, вот, пожалуйста, друзья, потом найдете. Тут какая-то она супер какая-то, очень популярная. Hey, вот он сам, вот этот тип, который, так сказать, хозяин этого места. Ну, не будем беспокоить его, просто пиццу давай закажи. Ну, честно скажу, атмосфера прикольная, друзья. Атмосфера прикольная. Типа не сказать, что дождь, он прямо так как-то мешает. Не сказать. Потому что все-таки осознавать, что мы находимся в Нью-Йорке, тут как бы дождь не помеха, да? И интернет нормально вроде работает. Ну, я имею в виду, что грузит что-то быстрее все. Ну ладно. Что я тоже начинаю. Друзья, у меня же пицца сейчас будет. Надо улыбаться, радоваться. Потому что если ты улыбаешься, ты притягиваешь что-то хорошее. Вообще, знаете, надо думать хорошо. Убирать плохие мысли. Я понимаю, ну, тебе легче сейчас говорить в Нью-Йорке. Идешь там, пиццу ждешь, убирайте плохие мысли. Друзья, но даже капля, которая падает на мою камеру, даже она заслуживает того, чтобы я обратил на нее внимание. Поэтому обращайте внимание на близких, друзья. Смотрите вокруг себя. Не все так уже плохо. Не все так уже плохо. Опять же, я здесь в Нью-Йорке вот такую цитату вам выдаю. Но я честно, я скучаю по Москве. Я считаю, Москва — это вообще лучший город. То есть хозяин угостил нас еще бесплатной пиццей, чтобы вы понимали. Мне еще очень сильно нравится вот олдовая касса. Смотрите, какая старая касса у них. Видите, вот момент из фильма, где Адам Сэндлер, вот это мужик, кстати, это дядька, который вот сейчас я вам снимал, который угостил нас пиццей. Друзья, ну вот принесли пиццу. Вот, пожалуйста, сейчас быстро дам оценку и уходим отсюда. Сырная с томатами, пожалуйста. Ну, достойно, я не могу сказать, что прям вау. Да, вау, ну хорошая, достойная пицца. По моей 10-бальной шкале, если смотреть по регламенту, думаю, давайте с уважением 7, достойная 7. Точно попадает. Друзья, приехали, в общем, на легендарный вид в Бруклине, на дамбу. И вот, пожалуйста, но этот вид вы по-любому узнаете. Вот он. Ба-бам! Вы помните, да? Вы помните этот фильм? Вживую, конечно, очень красиво смотрится это все. Очень круто. Что, сейчас погуляем и, наверное, обратно поедем в отель. Друзья, вы, наверное, помните это место. Вот. Обычно, когда фильм начинается какой-то, ну, наверное, уже старые фильмы, вот камера вот так вот по океану, и вот наверх поднимается. И потом фильм начинается. Ну ладно, что, поедем дальше.
Окей. Друзья, сегодня уже крайняя тренировка, полноценная. Уже дальше начинается весогонка. Арман, ну ты везде, брат, ты везде. Ты сейчас и на стриме, и быстро в зал приехал. Ну, видишь, не тренируюсь, да. Если бы еще тренировался, было бы вообще шикарно. Как вы так успевать можно? Брат, когда хочешь, все успеваешь в этой жизни. Потренироваться, и стрим посевать. Ну это, допустим, если у меня Fight Week был бы, моя борьба, ну если бы я дрался, то стрим уже тяжело делать. Нету энергии, ходишь злой, вес. А так у меня что, приехал Хамзату помочь. Целый день балду пинаем, вместо того, чтобы балду пинать, что-то делаем, ходим, бродим, снимаем что-то интересное. Как ты оценишь сейчас, в данный момент, подготовку Хамзата? Он в очень хорошей форме, вес очень хорошо тоже идет. Да, конечно, завтра будет нелегко, тем более очень Завтра весогонка. он очень много веса гоняет. Никому не легко, даже если ты гоняешь 3 килограмма, а Хамзат гоняет почти, в этот раз он 21 килограмм он гоняет в этот раз. 21 килограмм это большая цифра. Уже известно, да, что ты будешь в углу Хамзата. Вот хотел спросить, было бы уместно, если бы в углу был бы еще коуч Кали? Ну, почему бы нет? Он может поддержать, настроить. Но именно нас не убейте, да. Спокойно дайте посидеть. Ну, уже в боях не был. Он борец бывший. В углу должны быть те люди, которые видели Хамзата в спарринге, знают, на что он способен и что он может делать, и что нужно сказать в нужный момент. Вот ты что бы в углу Хамзата делал? Ничего. Я? Да. Ну, я бы что-то да точно бы одну подсказку выкинул бы. Ну, типа апперкот, Чего? когда они в партере. Ладно, скажем, что тебя поставил. Успокойся, пожалуйста. Вот сейчас, ну, это настолько неуместный высказывание. Да, присел на весогон. Вообще, да. Это касательно твоей Хорошо схватки. потеет сегодня. Блестит. Касательно твоей схватки, объявили сперва с одним инфлюенсером схватку у Рафи, правильно? Макси. Да. И объявили сразу вторую схватку. Я вообще не видел, чтобы, ну, не помню, чтобы так быстро объявляли две схватки У меня будущие. есть и третья, и четвертая уже. Блин, я не понимаю, что ты творишь. Ты как будто ломаешь все стереотипы, которые можно проводить и драться вообще за какие-то периоды. Ну, мне надо сейчас бой. Посмотрим, когда будет, от этого зависит. Когда, сколько схваток я проведу. А так каждый месяц буду бороться. Слушай, ну, Тони Фергюсон, это же, ну, многие как-то, ну, типа, ну зачем, Арман? Это шоу просто уже, да? Шоу, да, просто выйти спокойно побороться. Публику. На публику поработать. Что-то ожидаешь опасного от Тони? Ну да, какую-нибудь закорюку непонятную еще сделать, знаешь. Травму можно нанести. За это нужно быть с ним аккуратен. Взять на накат и 10 раз прокрутить и выкинуть его. Еще вот вопрос касательно твоего недавнего высказывания по поводу Хабиба и денег. Откуда эта информация? Расскажи, откуда ты узнал про эту информацию вообще? Ну, эта информация в интернете была, как и мы все люди, да. Я, допустим, лично с Хабибом не дружу, прочитал в интернете. Ну, это был бум один момент, что Владимир Владимирович помогает построить зал. И я думал, что реально это и есть. Но, видишь, на самом деле Хабиб написал, что это правда, и никто ему ничего не помогал, он сам все делал. Мы берем все из интернета. Вот. Ну, хорошо, что Хабиб высказался и сказал, что это не так, и это неправда. А можно это как? Я в день даю 3 интервью, и если через знакомых что-то узнаю, это одно. Через интернет это другое. Это может быть каким-то уроком, чтобы, ну, проверять информацию? Да нет, какой урок? Это же не та информация, что там я кого-то честь Ну, вообще, задел. я имею в Не. виду другую информацию. Не, ну это же как бы из интернетной информации. Тебя спросили, ты что знаешь, что говоришь, что, допустим, ничью честь не задевает, никого я не унижаю. Я думаю, что в этом ничего такого нет. Но Хабиб не обиделся, ты думаешь? Да не что обидеться, но человек не знает, сказал, не зная информацию. Он высказался и сказал, что вот это неправда. Всё. Слушай, ну вот если смотреть, сколько он потратил, он там 700 миллионов рублей потратил на зал. Условно говоря, вообще как ты видишь, целесообразно ли вот 700 такие суммы? миллионов? Да.
Целесообразно ли вообще вот столько денег тратить на залы и тем более в родовом селе? Ну, если смотреть как бизнес, конечно, нет. А если как для будущего, для поколения, для своих парней, он сделал очень многое. Не каждый бы просто так построил зал и, можно сказать, потерял бы деньги. А он сделал для своих людей, для своих родных, близких, для своих земляков такое большое дело. И побольше бы таких людей, как он, кто инвестирует, помогает спорту. Мы выкладываем с тобой влоги, серии влогов. На самом деле очень много комментариев, и многие люди заждались твоим прибытием в Россию. Планируешь ли ты в Москву прилететь или провести какой-то ивент, какой-то стрим совместно с собой, кого-то привезти, может? Я очень хочу в Россию. Мне нужно как-то семью повидать. Давно семью не видел. Хочется очень сильно, но здесь работа, схватки. Но я думаю, что либо сейчас я залечу на неделю, либо уже после схватки, после 13 июня. Мне очень сильно тянет домой. Я люблю проводить время в России. Ну, а какой-то стрим, взять с собой Нину в Россию, допустим, это же был бы бум. Да, можно Нину взять, можно Неона взять, можно Эйден Россел позвать и сделать что-то, какой-то интересный ивент. Ты сделай, мы приедем. Давай организуем, реально. Все, газ. Мне кажется, было бы интересно. Но очень реально много людей таких. Да, Арман будет в Москве. Мне кажется, что сейчас вот появление в Москве очень по-другому, чем нежели раньше ты был. Это все, да, я давно не был. Так что как раз сейчас время Москвы, лето. Да. Слушай, а ты можешь вот как раз вот в конце попросить подписаться и поставить меня? лайк? Нет, на меня. Подпишитесь все, пожалуйста, на ARM, _011. Отлично. На мой YouTube канал Арман Сарукян. Супер. И вот сейчас И на на Хасл. Подпишитесь на Адама Зубайраева, он хочет 1 миллион подписчиков. How you doing, Armin? Can I ask a couple questions for this time? Yeah, but of course, So, obviously, like, coach come to the morning kill us. All day, like I'm like, obviously you have like a lot of like a good relationship. Okay, he trusts you. I feel like he really is like himself with you. He also chose you to be next to him in the cage. When you talk about like what that energy is like when you're with him, compared to like when you're getting ready for a fight, or let's say you're just training for fun. Does it change at all? yeah, on the training camp we sometimes joke, we talk a lot, but like when we go to the fight, it's different mode. It's like only business, and he still can, if he's still like cutting weight, but still he makes the jokes and always funny, and he's so good. It's blessed to be with him in the one team, and I'm blessed to be his corner. Yeah, that's amazing. Хамзат еще пока не подозревает, что на его на улице ждет. Че, Ансар готов? Да? Идеально готов. По борьбе 10 из 10. Отлично. Ансару, да. Отлично. Look, I feel like Kobe 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. 20 corners, 12 personas, though we had to take it risks. On the spot and take a shot, don't give a fuck about no miss. We Yo, back up. We in the field, but I'm in the end zone, no I can't lie. Feel as a friend, but seeing a friend, look at this score. I'm starting to buddy. Go, Hamzat, congratulations. Арман, уже лучшие мошенники у тебя. Подожди, да, я посмотрю. У меня нога, брат, на армянском говорит херов. Зеленые дороги, брат. Красавчик. Да, брат, ты достоин его. Это, подожди. Давай, водитель, поехали. I got a drink inside too. Хамзат, ты сзади должен садиться. We need a driver here. Че, нравится, Хамзат? Нравится? Конечно, брат. Я чувствую себя президентом Америки. Это машина, чтобы ты сзади сел, Хамзат. В общем, вот такой вот подарок ожидал Хамзата. Новый S-класс. Матовый, на таких дисках больших. Не, мне нравится. Мне нравится, друзья.
кастомизированная куртка Balenciaga и Борс. Очень четко. Молодец. Брат, Сам рисовал? я не рисую, брат. Я даю рисовать людям. Ты даешь возможность рисовать? Да, вот так, Отлично. And the police in Brazil This is Chechnya. Поз вас, Тамерлан. Идем на пресс-конференцию. Я не понимаю, это аудитория UFC или... This UFC fans? Друзья, ну фанаты Стрикланда уже все на месте. Проходим сейчас мимо арены и заходим внутрь. Уже на арене Арман, пожалуйста, уже на месте. Много полиции, как вы видите. Вот, там здесь. Вот тоже наш. Опа! Sean Strickland. And his opponents, he mauls them. Undefeated and dominates every step of the way. Please put your hands together for the #3 pound-for-pound fighter in the world and the reigning UFC middleweight champion, Hamza Ors Chimaev. Sean Strickland has said, you and he will be enemies until the day you die. Do you agree? Is this fight incredibly personal for you? Нереально, просто здесь ничего не слышно, друзья. And that you beat him in that session. Can you Не просыпаться на бой, потому что это будет плохое утро для них. Что ты посоветуешь американским фанатам Шона Стрикленда? Братан, Америка любит меня больше, чем его. Я не думаю, что у него есть фанаты вообще. Сейчас будет face-to-face. Красавчик, Хамза! Делай, брат! Хамза! 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 Друзья, вот и закончилась пресс-конференция. Скажу честно, ну, по мне, Хамза вообще переиграл. Переиграл Шон. Нервничал. Прям вот видно было, что это раздражает некоторые его моменты. Но, скажу честно, жду просто вот уже дня боя. Уже хочется быстрее, чтобы это началось. Пожалуйста. I can go that way. Okay. I'm telling you. All right. I'm telling you. You can't. Guys, we have
Look what you cost. Why are you not letting Khalil Mack try to And then the cop that didn't even see the whole situation tried to step in and as if he could do anything. But whatever. He's crazy, man. What the fuck? Hamza, раздал ты вообще ему, красавчик. If I didn't stop him like this, Ja, han skulle bara få spela därför. Det sa det var bra. Det var helt fantastiskt. I just tried to stop him. Det var det vi sa, det var perfekt. Det var exakt vad det skulle göra. Bara avbryta han, låt han inte komma igång. Det var slakt. Det var mord. Yeah, if I let him do it, he's gonna speak about my mom and dad. Exakt. I don't like using it. If somebody tries to do that, it has to get back. Of course. You have to. Of course. Yeah, he deserved it. He asked for it. He asked for it. He asked for it. So that's good. Nah, it was good. It was good. Everything was good. It was well deserved. Whole trip. It was well deserved. I was thinking like after this, coach can maybe not let me come back to the garage. Look what han No, I did. don't let anybody speak about my mama that way. Yeah, it's My fun. dad that way, my family. I hope he's okay. He was like, yeah, he's okay. He's okay. Like this, coach. I was like this, coach. No, he was having fun. He was having fun. It was fun.